Ну вот, следующий день, наверное, уже 5-й. Сегодня еду в Приозерск. Фордиара вроде еще живой. Немножко не столько исторического финского района. Это примерно 20 век. Это Советского Союза, наверное, дом. Там уже Советского Союза. Ой, красиво тоже. Всем Выборга. Еще немного. Выборга не в центре, который. Тоже старые дома. Панельки. Наверное, финские какие-то. Необычные. Гора целая тут даже есть. Своя собственная. И вот. Выдолбленная прям в скалах. Дорога. Сетка натянутая. Все цивильно. Но у нас есть гениальный план. У нас, короче, по пути типа КПП а-ля приграничный, где иностранцев и людей без пропусков не пропускают. Я посмотрел по карте, что есть вполне себе въездная дорога этого КПП. Попробую по ней проехать. Мой гениальный план объехать КПП на выезде из Выборга по другой дороге не сработал, потому что там тоже было КПП. Просто посреди грунтовой дороги. Убитый стоит просто по границе и все. Как-то так. Поэтому даже не доезжая до КПП, развернулся и поехал назад. Ну, не прямо чтоб назад, а по другому пути. В общем, все мои точки пошли по бороде. Ну, в принципе, мы вчера насмотрелись достаточно на скал, на всяких, на камней. Еще, думаю, насмотримся. Поэтому сейчас едем смотреть бывший военный аэродром. Надеюсь, он не огорожен. И охраны там нет. Посмотрим. Тут, походу, мода так вот парковаться на поворотах. Даже не съезжая особо.
заехали на аэродром. Яндекс провел, так провел. Главное, я видел по пути дорогу, он мне хорошую показал. Но показал ее слишком поздно, типа как альтернативную, а это типа как основную. Но здесь едешь, блин, слишком узкая дорога, и меня постоянно всю тачку царапает. Все-таки мне тачку хоть чуть-чуть дожалко от этих царапок. И нет смысла ее, в принципе, здесь убивать. Тем более, судя по такой дороге, может быть жесткий оффроуд начаться. И мне все равно придется назад сдавать. Поэтому с минимальными рисками постараюсь все-таки уже возвращаюсь. Вернуться на ту дорогу, которая широкую я видел. И на ней уже куролесить. А это уже, ладно, такая 5 километров, как тут будешь ехать час. Это если не придется где-то застрять или развернуться. Мы уже вчера застревали, так что нам больше не хочется. Справа, кстати, кладбище времен Первой и Второй мировой войны. Финская. Ну а мы вернулись к более лучшей дороге для аэродрома. Нямки. Тише. Не разгоняйся, Форд. Понятно, надо передачу переключить на вторую. На второй тут ехать. Ну вот, наконец-то заехали на аэродром, хоть куда-то спустило. Вон там какие-то, видимо, эти здания административные. Ну все, мы на аэродроме просто. Катаемся по аэродрому. Я смотрю, он совсем уже не аэродром. Где взлетная полоса? Что это тут за фигня? Посмотреть нечего опять. Где-то, наверное, дальше полоса будет взлетная. Ну ладно, сейчас проедем, посмотрим, что тут есть. Или это он так уже развалился за 30 лет, сколько он тут уже закрыт. Что ничего не осталось. То есть, по идее, слева... А, ну может еще будет. Ну да, там что-то машины стоят, отдыхают люди. Грибы собирают. То есть, да, вон там какие-то эти базы хранения какие-то тут. Судя по картам, там типа стоянки для самолетов были. Плиты, да, его типа разбирали перед уходом нормально так. Вот здесь вот типа самолетики хранились. Ну, хоть чуть-чуть есть на что посмотреть. Плиты не до конца разобрали. Что там у нас справа? Ангары. Да, для самолетов ангары. Сейчас, получается, можно направо поехать. Нельзя направо поехать. Можно налево, можно направо. Вот тут камень. Вот тут даже асфальт хороший. Вот здесь вот, короче, самолетики такие ездили. Вот каждый этот заездик — это место для хранения самолета. О, какой, обалдеть. Вот это да. Вот это фотогигиенично. Все, сейчас тут Форда зафоткают как минимум. Круто. Вот какой тут ангарчик. Прикольно, балку срезали, видимо, на металл. Здоровую. А вот и сам ангар. Видимо, истребители стояли. Хороший ангар. Нигде не течет, нигде не протекает. Очень неплохой. Написано заглушка правая, заглушка левая. А1-1291. Устройство запуска, трап левый, колодка левая, предохранители. То же самое написано. Трал, колпак. Типа где это что все лежит. Такая тут штука. Тут ворота были, типа они распашные. То есть, вот, видимо, рельсина была. И мы только по рельсам и открывались.
И второй ангар такой же. Тут таких, наверное, штук 20, если не больше. Пройдемся мимо этих. И асфальт хороший. Он до сих пор сохранился. Прям такой вот. Прям очень хороший. Так все пролито качественно. Ну это кто тут? Войнушки играли. Ну здесь то же самое по принципу. Мой Фордяра. Он еще и туда аэродром продолжается. И здесь Фордяра. Вообще просто фотогеничные виды. Класс. Еще один ангар. Ну, здорово, Рабагун, и там ангары. Здесь их прямо вот дохерища. Так, сосновый лес завоевывает аэродром. Прям один за одним, так постепенно. Раз-раз и все. Еще вон ангар. Угу. Еще ангар. Не ангары. Почему 209 отмечен вот так? Вот он тут вот. Тут 3 ангара. Типа истребители такие. Справа. Угу. Выезжали на взлетно-посадочную полосу. Так, где-то здесь должна быть взлетная полоса. Вот так. Угу. Читайте. Такие прикольные плиты, такие ромбиками. Видимо, чтоб с летающих самолетов их не отрывало. Ну, прямо вот слева и полоса должна быть. Но я так понимаю, плиты забрали, поэтому полосы нет. Так, как тут... Ух ты ж, как тут аккуратно съезжать-то. Непонятно. Как-то здесь, видимо, вот был асфальт. Слева были плиты, и плиты уже убрали. Так что мы поехали как... Капаешься. Надо съезжать. Да, тут аэродромные плиты поубирали. Вот туда полоса. Вот здесь вот взлетная была. Типа вот она. Ну да, вот какая-то взлетка. Ну, я так понимаю, плиты убрали все. Вот ровно видно по асфальту, что они убраны. Какие-то нет, какие-то пару штук осталось. Ну типа вот тут вот справа, я так понимаю, она. Или мы прям по ней едем. Ну вот тут вот полосочка. Ну да, вот это вот справа, это есть полоса. А это асфальт, это типа рулевая дорожка какая-то. Тоже неплохо можно проехать. Но я думал, что будет такое большущее пространство. А оно типа заросло, короче. Разобрали. Ну типа аэродром. Веру. Ну а вот я в обратном конце взлетно-посадочной полосы. Вот мой Фордяра тут стоит. Сейчас буду Фордяру фоткать. Красивый Фордяра. Американец. Под Выборгом. Как-то так. И еще ангары. Ну тут как бы вообще просто все плиты сняли. Видимо, здесь на плитах было без асфальта. Там песок внутри лежит у них. Да. Серьезная организация была. Аэродромная. Тихо. Оп, вот и приехали. Вот ты ж, господи. Спасибо, Яндекс.Навигатор, за то, что провел меня на той дороге. Там вон такая вот перерыта все. Понятно. У нас вот. Как-то стрёмно. Короче, что-то я подъехал и как-то стрёмно стало. На Фордяре эту лужу, эту ямку брать.
объезд. Гаражи справа. Какая-то хрень слева разрушенная. Катаемся по аэродрому, ищем выход. По сокращенке хотели сократить, ничего не сокращается. Все, в принципе. Походу тут один единственный заезд, все остальные просто перекопаны. Ну или просто я не в курсе, не местный где-то. Можно заехать, выехать. Прикольно вот было бы тут оказаться в первый год после его закрытия, вот когда вот только-только вот эти вот военные ушли, посмотреть, что здесь в принципе было-то. Какой тут асфальт хороший. Справа какой-то карьерчик или что это у меня по карте непонятное. Тут песком отмечено. Ну да, карьер. Карьер справа. Это рулежные дорожки самолетные. Люди. Да, веники делают. Там у нас впереди здание, видимо, какое-то диспетчерское. Справа еще какие-то казармы. Тоже такие заброшенные в лесу. В Беларуси есть похожие места. Под Слонимом. Там как бы не военный аэродром, там ракетные войска, но тоже ангары и вся вот эта ботва есть. Тут заборы были. Это столбы остались. Заезд. Было когда-то перекопано явно. Это тоже никого никогда не останавливает. Это вот здесь вот справа мы хотели проехать. Не получилось. Теперь мы уже выехали. И едем уже дальше. Карьер. Песок копали. Столбы с колючей проволокой. Видимо, ограждение аэродрома раньше было. Его типа тут везде перекопали, чтобы никто не ездил. По факту это бесполезно. А вот тут вот справа, видимо, раньше самолеты взлетали. О, слева там всякие на мотоциклах можно кататься. Да, классно. Надо где-то. У меня около дома такое было. У нас нема такого. Нигде не покатаешься, так не поджигаешь. Полоса получается сейчас вот справа. Это, видимо, тоже эти отсыпки полосы. В хорошем месте аэродром сделали, конечно. Красивые. Но почему-то столбы не вокруг всего аэродрома. Видимо, там уже разобрали, а тут еще не разобрали эти столбы. Не растянули. Ехали, увидели противотанковую линию Маннергейма. Обалдеть. И это с тех пор все так стоит. То есть брали камни, закапывали так, чтобы танки не могли проехать. Ну, в принципе, да. Можно эти треугольники эти делать бетонные. А поскольку тут камней до хрена, то можно и камнями все. Линия Маннергейма противотанковая. Нормально так придумали. Камней, только это не могу понять, они просто стоят, либо они еще чуть-чуть все-таки подзакопаны. Неплохо, неплохо. Там вон Вокса, это озеро. Обалдеть, насколько они тянутся.
Реально, до самой Воксы. Тут трохи подразбито получается эти камни. Может, что-то даже кто-то и проехал. Ну они типа чуть-чуть закопаны. Подразвалено. И тут подразвалено, чуть-чуть подразбито. Дальше все спускается к Воксе. Угу. Ну да, пошло и пошло. Ну и никто не убирает даже, в принципе. С другой стороны, зачем их убирать? От кого убирать? Зачем убирать? Такая тут красота. Кажется, понял. Скорее всего, вот это вот 200 метров, это камни типа восстановили. Поставили типа более-менее ровненько. Скорее всего, как я, это чистое предположение, потому что они очень ровно стоят. Потому что отсюда они начинают, ну, просто все разваленные, растасканные валяться. Вот оно что. То-то я смотрю, что так до сих пор ровненько. Вот они вот до сюда вот их поставили, а дальше все, ну, все развалено, раскручено. Вот так вот оно оказывается, понятненько. Это озеро Вокса, которое переходит в реку Вокса. У меня привал. Тут какое-то несколько этих Вокс, или это одна и та же, непонятно. Короче, у меня, которая ближе к экватору. Ближе к Питеру, которая. Вон туда Вокса идет. Туда Вокса идет. Тоже пока найдешь где тут стать, где на каком-то озере, на каком-то красивом месте, так ничего не захочется. Вон там мои фордяры, вон оттуда я приехал. Это, короче, здесь типа, я так понимаю, газопровод идет. Тут здесь идет и там выходит. С той стороны. Такие вот дела. Все, возвращаюсь с привала. Как обычно, маршрут был четко просчитан. Что через 10 километров кафе было, которые могли бы зайти, так и не зашли. Что я запутался в масштабах карты. Это мы едем по газовому этому газопроводу. Так, сейчас все, выезжаем и едем. Вон там он отдыхал. Вокса. И все. Теперь еще 2 километра по грунтовке разбитой. И можно выезжать на асфальт. На сегодня, наверное, хватит уже с оффроудом. Славное село Лосево и Вокса. Сейчас пойдем гулять. Ну вот, я на традиционной остановке на Воксе. Это где-то в 6 километрах от того места, где только что ели. Удивительно, как она так раз и... То есть там спокойная вода, а тут резко начинает такие вот объемы посылать куда-то там в Ладожское озеро. Обалдеть. И сразу такие пороги. Еще немного всем в Воксе. Длина порога 880 метров. Скорость течения 10 км в час или 10 метров в секунду, точно не помню. Прикол в том, что здесь образуется противотечение, то есть вода идет туда, а здесь она идет в обратную сторону. Она идет вот так, врезается в тот берег. Потом врезается в тот берег. Короче, вода с пол Финляндии, вся вода вот здесь. 400 кубометров в секунду протекает. Тут вообще по жесткому бурлит. Ну, бурбуляка. Ну, а здесь Вокса впадает в следующее озеро. И все, и порог закончился. Так вот стоишь, я так стою и не понимаю, есть здесь перепад или нет визуально. Вот видно, как вода вот бьется, переливается. Вот так сказать, что здесь 3,5 метра перепад, вот как-то не могу. Незаметно. Хотя он если так смотреть, ну непонятно, короче. Вот въехали Приозерск, такие вот домики. Я вот никогда не любил тут Приозерск. Все время заторы, вот эти вот пробки, толкучка. Потому что это шоссе идет через центр города. И всегда все замедляется. Шаберлен 24, да, 70, что знаю, куда пойти поесть. О, пошли вот эти вот архитектурные
местности. Еще хату какую-то снял, блин, непонятную. Как туда заселяться, как найти владельца, кто мне откроет, блин, калитку. Квартира на сутки. Без номера, без ничего. Опять в Оксах. В Оксе. Ну да. Бурляще. Какие домики. Моя любимая архитектура здешних мест. Похровейки, да? Да. Ну, типа по асфальту. По факту похровейки. Это не центр Приозерска. Что без пробок. Да, зато без пробок, без толкучки. Просто едешь и все. Через 940 метров приедем на нашу хату. Там, где застряли немецкие танки, спокойно пройдут белорусские форды. Справа нет, слева нет. Фонтанчики. Это центральный парк. Central Park. Архитектура. Пространство городское напротив пятерочки. Где же ты, где же ты, где же ты, где? Хата непонятная. Какая моя. Ну, вот это здесь. Водолей. О, газ. Только там, наверное, по карточке. Ну, только я смотрю, не работает этот газ какой-то. Об это. Короче, приехали. Автостоянка с выбитой дверью. Ну, типа, вот 34. А будем разбираться, нам куда. А вот и номерок. Самый дешевый в Приозерске за 2500 рублей в максимальный сезон. Отлично, просто отлично. Называется дом в финском... Номер в финском доме или квартира в финском доме, короче, что-то такое. Абсолютно нормально. За 2500, это типа 100 белорусских рублей. Как-то на стиле. Это, конечно, ремонт такой, типа тяп-ляп, но на стиле, типа. Водички можно забрать. Ой, все вытяну. Все, что есть. Вот мой фордяра запаркован. В этой хате на первом этаже та квартира. Квартира в финском доме. Что здесь финского, не понимаю. Вообще непонятно. Может, проект какой? Это крепость Карела в городе Приозерске, который раньше назывался Карела. Внутрь, короче, еще не пускают, потому что это музей, и там все закрыто. Поэтому прогуляюсь вот здесь. А это река Вокса. Люди на лодке катаются. У каждого тут ландшафтный дизайн, пирсики всякие. Вон там вон лодки стоят. Это я так по камушкам шпык-шпык-шпык-шпык и зашел. Крепость, вон там тоже крепость. Везде крепость. Карела. Крепость называется Карела. И город раньше назывался Карела, поэтому Карелия. Ну вот, короче, вернулся с прогулочки по Приозерску. В принципе, красивый город. Напоминает любой российский город. Более-менее нормальный. Ладейное поле тоже напоминает. Это мой фордяра, конечно, не в тему стоит. Тут все как-то так стоят, а я так стою. Но ничего страшного. Ну, вот такой вот типа денечек.